Так, всем доброго. Вот хочу немножко рассказать про свой станок ВМ210В с РМЦ-600. Что я с ним делал, как я его, в моем понимании, усовершенствовал. Значит, возвращаясь к дисклеймеру, никого ни к чему не призываю, никому ничего не навязываю. Ну, пойдем слева направо. Значит, что мы здесь видим? Гитару и вот кожух крышки, да. Значит, таблица, тут исходная, касалась только метрических резьб. Поэтому мне пришлось, в общем-то, поднапрячься, сделать программу, сделать расчеты и сделать вот такую вот табличечку. Для дюймовых резьб. Значит, дальше что мы здесь видим еще? Баночка с маслом, две кисточки для смазки, соответственно, станины. И, это вот маленькая кисточка для сверления я использую. Значит, колесо для вращения шпинделя. Ролик есть на канале. Но я думаю, что все ссылки я приложу, какие будут. Дальше мои резцы. Здесь ничего особенного нет. Ключ патрона. Значит, с ним я ничего не делал. Единственное, что тут 2 капли добавил сварки, чтобы он не выпадал. Дальше. Что я еще сделал? Во-первых, я сделал нормальный ключ для винтов суппорта. Потому что меня они, конечно, уже достали. У меня есть запасной суппорт. Вот он. Ой, не суппорт, а резцедержка. Тут я тоже сделал ключ, потому что тут винты по другой размер. Единственное, что обращайте внимание, чтобы он был вот с такой выемкой. Потому что это я сверлил уже сам. Если будете покупать. Дальше. Вот эту штуку, я не знаю, почему-то никто не отмечает в комментариях. Хотя, мне кажется, давно я хотел. Вот как. Просто на магнитах она держится. Вот так вот. Там 2 магнита. Из куска оцинковки я согнул. Очень классная штука. Вот прям всем рекомендую. Дальше. Значит, все маховички я посадил на подшипники. Кстати, на одном примере я покажу. Не буду все откручивать, ладно. Значит, вот здесь я высверливал, соответственно, под подшипник. Вот так вот он там выглядит. Я сейчас его открутил. Заодно и смазал литовым. Вот. И я что-то вот, честно, не помню, были ли там самоконтающиеся гайки. Если не было, то я поставил. А если были, то они, значит, были. Так. Так, здесь у меня всякие центры, патроны там, и так далее. Всякие оправки. Так, и, собственно, бабка. Про бабку есть аж 2 ролика на канале. Вот в таком виде она существует. В общем-то, плюс-минус доведенная до ума. И мне это очень пока нравится. Значит, бабка у меня была выше центра на примерно 0,3, что, в общем-то, ни в какие ворота не лезло. Я там в ролике говорил, что, да, ее шлифанули посадочную поверхность, она снизилась, а потом я ее выровнял. А выравнивал я ее... Сейчас. Господа, вот. С помощью купил, в общем, набор щупов. И обрезал, и таким образом там тренировался. И таким образом выровнял. Так, и, кстати, я забыл про свою стойку с индикаторами. Что-то она сзади станка стоит, и я про нее забываю. Такую вот стойку я... тут несколько лишнего есть. То есть вот эта часть, она сейчас не нужна. Но в целом, то есть она крепится на место... Ой,
вместо лицедержки. И потом там как-то деталь там прокручивается. Так что вот такую я еще штуку сделал. Я ее использовал, в частности, когда настраивал бабку. Там эта стойка есть в ролике про бабку. Все, теперь уже все.